Один из самых массированных обстрелов Украины. Путин грозит Киеву новым ударом орешником, а Трамп выбрал спецпосланника для завершения войны. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. 200 целей для ПВО, удар по энергетике, сотни тысяч украинцев в темноте. Москва нанесла удар по Украине. Что заявил Зеленский? Путин признается в подготовке военного преступления, обещает превратить в пыль объекты в Украине новым ударом орешника. Куда собираются бить? Шойгу заявляет о защите Беларуси, а в Узбекистане дали понять, готовы ли арестовать Нетаньяху, Путина, Шойгу и Герасимова. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия совершила массированный и первый за долгое время комбинированный обстрел Украины такого масштаба. Ракеты и дроны летели из Белгородской и Волгоградской областей, дроны из Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска, Миллерово. Кроме того, атаковала Украину оккупационная армия РФ еще и из акватории Черного моря. На масштабный обстрел с применением более 90 ракет и 100 дронов отреагировал Зеленский. Он назвал это очередным актом воздушного террора и заявил, что Россия наносила удары по энергетической инфраструктуре. Ебать мой хуй! Главы областных военных администраций Украины отчитываются о последствиях прилетов. В частности, в Ровенской и Волынской областях 500 тысяч человек остались без электроэнергии. Наблюдаются перебои с водоснабжением. Повреждения инфраструктурных объектов зафиксированы в Сумской, Киевской, Львовской, Николаевской областях. Ближе к полудню в Укрэнерго заявили, что аварийные отключения света по всей стране отменены, и сейчас идет переход к графикам отключений. Зеленский уверяет, что удар наносился в том числе кассетными боеприпасами. В нескольких областях зафиксированы удары калибрами с кассетными боеприпасами, причем именно по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные элементы значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий ударов, и это очень подлый способ эскалации российской террористической тактики. Путин назвал удар по Украине комплексным, не стесняясь, даже уточнил, что Россия выпустила 100 БПЛА и 90 ракет и якобы поразила 17 военных объектов. Такое заявление подозреваемый Международным уголовным судом сделал в Казахстане, где его радушно встретили накануне. Путин вновь пугает Украину новым ударом орешником, и для этого Генштаб ВС РФ уже якобы подбирает цели. Кроме того, Путин уверяет, что на вооружении России есть лишь несколько таких баллистических ракет. И если пропагандист Киселев в свое время пугал радиоактивным пеплом, то Путин рассказывает, что орешник все превращает в пыль. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. Тем временем в Казахстане полиция решила привлечь к ответственности активистов, которые вчера ласково попросили Путина уехать из Астаны. Мужчины были с флагами Украины и Казахстана и листом бумаги с надписью «Ваше превосходительство, пошел нахрен из Казахстана». Смело, не правда ли? Шойгу решил дать совет. Западным лидерам он предлагает внимательно читать ядерную доктрину России, в которой упомянута в том числе Беларусь. Когда возникает угроза самому существованию России, то же самое теперь распространяется и на Беларусь. Вообще сама вся доктрина, она ясная, понятная, прозрачная. Мы там... по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно к западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать.
Напомню, 19 ноября Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, и теперь в РФ призывают граждан не бояться ядерного оружия. Послушайте. Чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Враг рога человеческого пытается посеять смятение и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества. Ибо человеком, лишенным душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет и всегда нуждается во внешней опоре, а внешняя опора является нередко фактором манипулирования извне. Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. В то же время разведка США уверяет, что даже после того, как Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ, риск ядерной эскалации остается низким. Некоторые официальные лица теперь считают, что опасения по поводу эскалации, включая ядерные угрозы, были преувеличены, но подчеркивают, что общая ситуация в Украине остается опасной, и ядерная эскалация все еще не исключена. Возможности России находить другие скрытые способы нанесения ответного удара по Западу остаются предметом беспокойства. А как вы считаете, дойдет ли рано или поздно до ядерной войны? И вообще, как относитесь к сообщениям о ядерных ударах и эскалации? Напишите об этом в комментариях. В Узбекистане дали понять, что будут делать, если в страну приедут подозреваемые Международным уголовным судом в Гааге. Издание «Калампир» публикует ответ Министерства иностранных дел страны. Республика Узбекистан не взяла на себя обязательств по выполнению решений Международного уголовного суда. Соответствующие документы не были ратифицированы. Исходя из этого, у Узбекистана нет никаких обязательств по исполнению ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом. Авторы публикации, в частности, интересовались, будет ли арестован премьер-министр Израиля Нетаньяху, на которого совсем недавно МУС выдал ордер на арест. Калампир упоминает и Путина, который также является подозреваемым, но при этом в мае побывал с официальным визитом в Узбекистане и не был арестован. Напомню, что Международный уголовный суд в Гааге требует еще и ареста Шойгу, а также начальника Генштаба ВС РФ Герасимова. Им, судя по заявлению МИД Узбекистана, в эту страну дорога открыта. Трамп выбрал себе спецпредставителя по Украине. Кит Келлог, отставной генерал-лейтенант, человек, который представлял избранному президенту свой план прекращения войны. Келлог уже дал понять, каким образом будет добиваться мира. Для меня большая честь быть назначенным Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального представителя по вопросам Украины и России. Работать на президента Трампа было привилегией всей моей жизни, и я с нетерпением жду возможности неустанно работать над обеспечением мира через силу, одновременно отстаивая интересы Америки. В США сейчас рассматривают несколько предложений по завершению войны. Занимается этим Майкл Уолтс, советник Трампа по нацбезопасности. И у него на столе также план, который разрабатывал в том числе новый спецпредставитель Келлог, пишет CNN. В плане шла речь об остановке войны, заморозке линии фронта. Украину, если она откажется от переговоров, лишат военной помощи. А Москву предупредят, если Путин не хочет договариваться, то Киеву окажут большую военную поддержку. Как вам такие планы новой администрации? Напишите свое мнение в комментариях. Пострел! Безумием считают войну подписчики Нехта. Мы, как и прежде, следим за вашими комментариями. В последние месяцы самыми популярными являются комментарии о необходимости завершить войну, которая привела к гибели большого количества людей, в частности, среди мирных украинцев. Под одним из последних выпусков подписчики пишут следующее. Все средства нужно направлять не на войны, финансировать развитие медицины, науки и освоение космоса, всей планетой вместе. И еще многие из вас согласились с комментарием такого содержания. Эти диктаторы-пенсионеры после второго срока должны сидеть дома. Третий срок уже портит их, и они мешают миру жить мирно. Если ваша точка зрения совпадает или же вы категорически не согласны с такими комментариями, напишите об этом под видео.
Упал да не поднялся. Российский рубль летит в пропасть. Одна из причин такого события, которое уже отразилось на кошельке россиян, новый пакет санкций США, который оказал давление на военную экономику России. Издание «Политика» пишет, что к середине этой недели рубль упал до рекордно низких показателей. Всего 114 рублей 75 копеек за доллар, согласно данным Investing.com. Этот уровень не наблюдался с марта 2022 года, фактически с начала большой войны России против Украины. К концу торгов в Москве рубль частично восстановился до 113 рублей за доллар, потеряв более 7% за день. Жесткая монетарная политика Центробанка вызывает все больше критики со стороны ведущих российских промышленников, пишут западные медиа. Известно, что с 28 ноября и до конца этого года Центробанк остановил покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. У Набиуллиной объяснили эти действия так. В рамках эскалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.